Привет, друзья! С вами Макс, и мы сегодня с Юлей едем в город, который называется Нови Сад. Это второй город по величине в Сербии, крупный достаточно город, и будет очень интересно вместе с вами его посмотреть. А едем туда мы на современном сербском поезде. Он действительно классный, здесь тебе приносят кофе, все очень современно, очень классно, очень тихо. И это, конечно, не такой поезд, как тот, на котором мы ездили в Черногорию. Если вы не видели то видео, то посмотрите, ссылка будет здесь. Это совсем другой поезд. Но давайте пойдем в город. Кстати, вокзал в этом городе намного современней, больше и удобнее, чем... Ну, насчет больше не знаю, но точно современнее и удобнее, чем в Белграде. В Белграде новый вокзал еще строится, а здесь, я не знаю, может быть, это старый вокзал, судя по крыше и по разным конструкциям, но его явно отреставрировали, отремонтировали, поэтому он такой приятный, очень просторный, очень много места. Классно, классно. Мне очень нравится вокзал. Вот здесь есть еще второй этаж. Ну и, в общем, все выглядит симпатично. Да, вот так вот иногда люди водят автомобили. А, я понял. Здесь все разворачиваются, потому что вот там ремонт дороги. А это, кстати, не просто дорога. Вот там находится вокзал, а вот это главный бульвар или главная улица Нового Сада. Потому что она проходит практически через весь центр города, а может быть даже и через весь город, потому что город на самом деле не очень большой. Ну, по российским меркам я бы сказал, что город маленький, но все нужно всегда... Обо всем нужно говорить в сравнении, поэтому в этом городе живет где-то 200 с чем-то тысяч человек, то есть, ну, немного, скажем так, немного. Но вот это вот главная улица, я бы сказал так. Ларьки, где можно купить газеты, лимонад и мороженое. Кстати, меня вообще поражает количество газет. Давайте пойдем даже посмотрим. Количество газет и журналов, которые продаются в Сербии. Дело в том, что в России газеты и журналы, они, конечно, продаются, но их очень мало. Обычно люди читают все с телефона, но... Я не помню, чтобы я видел человека, сидящего в кафе с газетой, например, в России. Ну, может быть, очень давно. Но в Сербии это до сих пор принято. И это прикольно. Это какой-то такой особый колорит. Сидит человек и читает газету. Это интересно. Большое отличие Нового Сада от Белграда в том, что в Новом Саде есть велодорожки. То есть они есть, и они реально работают. Вот я сейчас иду по велодорожке, и, наверное, меня все ненавидят. Вот так выглядит велодорожка. То есть есть тротуар, нормальный человеческий тротуар, где люди ходят, и есть велодорожка. То есть потоки разделены, и это классно, потому что очень часто, например, в России есть велодорожка, но она сделана так, что там одновременно и ходят пешеходы, и ездят велосипедисты. То есть фактически как будто этой велодорожки нет. Она есть, но она есть как бы формально. Формально она есть, а по факту ее нет. Также в Белграде. Там тоже есть иногда разметка, да, линии такие нарисованы. Есть разметка, есть велодорожка, но по факту ее нет, потому что все просто ходят, потому что очень мало пространства. В Новом Саде очень круто то, что есть отдельная велодорожка и отдельный широкий тротуар. Просто респект.
Еще одна главная достопримечательность Нового Сада – это Фрушка гора. Гора, которая называется Фрушка. По-сербски Фрушка гора. Вот там она находится. Может быть, вам не очень хорошо видно. Это не очень высокая гора, но это парк. Как бы большой гора и большой парк. Там очень прикольно гулять. Я там уже был. Очень красивое место, и оно находится очень близко к городу. Очень классное место. Сейчас мы находимся примерно в центре города, и мы идем с вами смотреть старый город, или Старый Град по-сербски. Примерно вот так выглядит город. Его, скажем так, центральная часть, но не самая старая. Очень интересная архитектура здесь. Можете посмотреть разные симпатичные дома. Например, вот такие дома. Есть и современные дома, есть и историческая застройка. Так, а мне нужно понять, где находится сам центр. Может быть, у кого-то спросить. Так, у кого можно спросить? Сейчас мы спросим. Izvinite, a gde je centar grada? Ovako ćete desno, odnosno pravo pa desno. Hvala vam, hvala. Вот, нам нужно идти прямо и потом направо. Да, по-русски право – это направо, а по-сербски – это прямо. Поэтому надо не запутаться. Иногда тебе говорят «право, право», и ты думаешь, надо идти направо, но право – это прямо. По-моему, в польском языке тоже что-то похожее было. Вот, значит, примерно так выглядит весь город. Ну, не весь город, а, скажем, его центральная часть. Очень симпатично. Дело в том, что сам Новый Сад был основан в конце 17 века. То есть этот город ровесник Санкт-Петербурга примерно. То есть 300 с чем-то лет городу. Достаточно старый город, но я читал, что в конце 19 века в Сербии была революция, и этот город был, практически уничтожен. Поэтому в этом городе мало зданий, которые были построены до 19 века. В основном все здания построены после 19 века. Так, нам сказали направо. Идем направо. Я думаю, что мы найдем центр. Это небольшая проблема. Вот они все здания. Наверное, и 20 века. Возможно, какие-то здания и 19 века. Например, точно не это. Но мы с вами увидим еще сейчас совсем старые красивые здания. Очень многие люди, кстати, русские люди, которые приезжают в Сербию, почему-то сравнивают Новый Сад с... Просто в игре «Ведьмак» был город, который назывался Новый Град. Поэтому я перепутал. Когда-то давно я играл в «Ведьмака». Это было давно. Я, кстати, читал книжку, но, правда, я ее не закончил, к сожалению, не успел. Так вот, значит, многие приезжие сравнивают Новый Сад с Санкт-Петербургом, а Белград с Москвой. Не знаю почему. Мне кажется, что это сравнение неуместное, неподходящее, безосновательное. Может быть, потому что Новый Сад считается таким более европейским городом в плане архитектуры. Дело в том, что Белград, столица Сербии, он долгое время был под влиянием Турции. А Новый Сад, он был под влиянием Австрийской империи или Австро-Венгрии.
То есть это все было частью Австро-Венгрии. И вы сейчас увидите это влияние. Осталось буквально 5 минут, даже меньше, и вы уже увидите влияние Австро-Венгрии. Поэтому эти два города очень архитектурно отличаются. Плюс Новый Сад меньше. Он меньше, он спокойнее. В принципе, это верно и для Санкт-Петербурга, когда сравнивают Санкт-Петербург и Москву. Действительно, Санкт-Петербург с точки зрения архитектуры гораздо более европейский город. В нем очень мало чего-то такого русского в плане архитектуры. Ну, в какой-то мере это верно и для Нового Сада. Вот посмотрите, какие прекрасные дома. Какое красивое здание. Очень красиво. Вот мы сейчас идем к самому центру, к Старому Граду, где мне нравится больше всего. В этом городе есть две главные достопримечательности. Ну, такие самые главные. Первое – это центр города. Вот, смотрите, в ту сторону идет часть центра, но еще есть вот здесь интересный собор. Я, к сожалению, не могу вам сказать название всех этих соборов, зданий, потому что я сам только второй раз в этом городе, поэтому я еще немного что знаю о нем. Но город, безусловно, очень интересный. Хе-хе-хе! Что я здесь вижу? Что я здесь вижу? Родименькая Лада. Помните, у меня была такая же машина, почти такая же, только это универсал, а у меня была седан. Лада 2104. Блин, в каком хорошем состоянии, посмотрите, она. В России они обычно очень ржавые, уже все гниют, а здесь из-за хорошего климата машины лучше сохраняются. Может быть, кстати, и люди лучше сохраняются. Не знаю. Ну вот, друзья, первая достопримечательность. Что это, я не знаю, к сожалению. Но мы просто посмотрим на то, как это выглядит. Я спросил двух ребят, которые сидели там рядом, как называется этот собор, но они сказали: sorry, I forgot. Я подумал, блин, нельзя не знать. Ну, может быть, они не из Нового Сада, вот. Но мне кажется, ну, не знаю, это как некая норма для культурного человека знать хотя бы какие-то базовые вещи в своем городе. Мне кажется, это то, к чему мы должны все стремиться, к чему я должен стремиться, потому что я очень плохо знаю Санкт-Петербург, мой родной город. Очень плохо его знаю. Но, тем не менее, я постоянно учусь, чтобы когда иностранец спросил меня: Макс, что это? Я бы мог сказать: это Казанский собор, а это там еще какой-то собор. Вот так. Ну что ж, добро пожаловать в Новый Сад. Вот они, улицы старого города. Возможно, одни из самых старых улиц здесь, одни из самых старых зданий. Ну, я точно не знаю, но, по крайней мере, эти здания все построены точно где-то в 19 веке. Или раньше, может быть, и раньше. Посмотрите, какой потрясающий собор. Опять же, к сожалению, не могу вам, друзья, сказать его название, но мы сейчас подойдем и посмотрим. Но уже по архитектуре видно, что это не православный храм. Скорее всего, это католический собор. Может быть,
Святого Павла. Не знаю, почему-то мне кажется, что если католический собор, то он должен называться собором Павла. Но это так. Вот здесь, посмотрите, центральная площадь. Очень красивое место. И действительно, что-то здесь напоминает мой родной Санкт-Петербург. Но это правда. Правда, здания в Санкт-Петербурге выше, они обычно 4, 5, может быть 6 этажей. Но архитектура действительно очень похожа. Очень похожа. У меня внутри возникают такие приятные ностальгические моменты по моему городу Санкт-Петербургу. Потому что, правда, похоже, друзья. Похоже ведь. Но вот это, конечно, очень отличается. Этот собор очень отличается. Я очень хочу узнать, что это, как он называется. Это прям моя цель. Сейчас мы подойдем и посмотрим, что там написано. Но сначала посмотрите на эту улочку. Вот, смотрите, Торг Слободы. Это значит площадь Свободы. Площадь Свободы. Так, а вот здесь маленькая улочка с ресторанчиками и кафешками. Как я обожаю такие улочки. Такие улочки. Очень люблю, очень люблю. Ну, давайте посмотрим, как все-таки называется этот собор или этот храм. Может быть, мы можем даже зайти внутрь. Я не знаю, сейчас попробуем. Так. Ага. Скажите, добро пожаловать в Сербию. Добро пожаловать в Сербию. Спасибо. Спасибо. Чао. Я только что встретил прекрасного человека. Он сказал: «О, я видел тебя на Ютубе, добро пожаловать». Было очень прикольно. А это, кстати, конечно, не собор Святого Павла, это церковь Марии. Церковь Марии. Вот так вот. Было написано, что это кирха. Кирха. Там были надписи на немецком, на, не знаю, наверное, на маджарский, господи, на венгерском и на сербском. Вот. На сербском было понятнее всего, поэтому я понял, что это церковь Марии, имени Марии. Вот такое вот красивое, абсолютно превосходное здание, просто архитектурная бомба невероятной красоты. Ну а мы снова возвращаемся на улочки, где полно кафе и ресторанчиков. Ох, та-та-та-та-та-та-та. Кстати, можете посмотреть, написано «сукно». Сукно. Абсолютно русское слово, мы также говорим «сукно». Сукно – это ткань. Ткань. Видите, разные материалы, из которых можно что-то сшить. Платья, вон тут вискоза, еще какие-то материалы. Вот. Это все называется сукно. Очень много одинаковых слов в сербском языке и в русском языке. Очень много одинаковых слов. Кстати, очень классные штуки. Я первый раз в жизни вижу такие штуки. Смотрите, здесь стоят, я даже не знаю, как это правильно назвать, как они называются, но здесь есть такие форсунки, которые, как сказать, испаряют воду, не испаряют, а брызгают, опрыскивают, не знаю, опрыскивают обычно кукурузу или пшеницу, но можно тоже, так сказать, опрыскивают все вокруг. То есть вода увлажняет воздух и не так жарко. Очень классно.
Конечно, в Санкт-Петербурге никому такое не может прийти в голову, потому что там и так достаточно холодно и влажно. Но здесь климат достаточно сухой, поэтому такое увлажнение имеет смысл. Так, ну что ж, давайте пройдем еще подальше. Здесь везде очень красиво, честно говоря. Здесь не очень большой центр, но он очень-очень-очень уютный. Очень уютный. Давайте посмотрим, кому здесь стоит памятник в центре. Так, Йован Йованович Змай. Ага, Змай. Змай — это его псевдоним. Змай, кстати, означает змей. Это сербский поэт 19 века. К сожалению, не могу вам ничего процитировать из его творчества, но вот так вот он выглядел. Один из самых, наверное, известных сербских поэтов. А вот его годы жизни: 1833-1904. Ну, в общем, да, он жил примерно в одно время с Львом Николаевичем Толстым. Толстой был чуть-чуть постарше, если мне не изменяет память. И вот посмотрите, еще один интересный купол. Видите, наверху купол. И там написано 1903 год. 1903 год. Это тоже какая-то церковь, но возможно, что это православная церковь. У нее достаточно странный купол, не характерный для православной традиции, но мы сейчас посмотрим. Так, что тут у нас написано? Так, работы на обновление объекта. Да, сербская православная церковь. Вот так оно и есть. Но, конечно, очень-очень-очень интересный купол у этой церкви. Абсолютно не характерный для, например, для архитектуры русской православной церкви. Таких куполов у нас нету. Вот посмотрите, еще одно слово, которое всем понятно. Беседа. Да, беседа. По-русски мы говорим беседа. По-сербски, наверное, будет беседа. Я не уверен, но как-то так. Произношение другое, но многие слова, они прям абсолютно идентичны. Ой, какие красивые исторические улицы. Посмотрите на эту красоту, друзья. Посмотрите на эту красоту. Если вы живете в Австрии или в Венгрии, то, наверное, для вас эта архитектура привычна. Вот. Но для меня это, конечно, это тоже что-то похожее на Петербург. Опять же, я вижу очень много знакомых элементов. Например, вот этот. Я не архитектор, я не знаю, но вот такой вот, орнамент, да, такие паттерны я очень часто видел в Санкт-Петербурге. Абсолютно такие же. Но ощущение совсем другое. Во-первых, очень низкий город, очень низкий. Максимум 2 или 3 этажа в центре. Во-вторых, меньше машин, мало очень автомобилей, и поэтому не так шумно. В Питере достаточно широкие улицы, широкие проспекты, и другое ощущение. Здесь такая уютная, камерная обстановка. Посмотрите, какие узкие улочки. Как прикольно. Как прикольно. А давайте свернем вот на ту улочку и пройдем по ней. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нового сада. Как вам нравится или не нравится? Может быть, что нравится? Может быть, что-то интересное вы заметили? А если вы из Сербии, то я с удовольствием прочитаю...
А если вы из Сербии, то я с удовольствием прочитаю ваши комментарии, если вы напишите что-то о Новом Саде. Будет очень интересно узнать что-то новое. Ну что, друзья, я думаю, что мы сейчас будем заканчивать. В целом, я считаю, что мы достаточно погуляли по городу. Конечно, здесь можно гулять часами, можно гулять днями, потому что в городе очень много интересных, уютных, вот это слово «уютный» очень подходит этому городу. Ну, посмотрите, вот даже этот двор. Давайте посмотрим на этот двор. Вот он, да, двор. Ой, какой красивый вид, да. Вот этот двор, но он какой-то уютный, зеленый, видите, зелень, чистый, уютный. Мне нравится. Мне нравится. Вот. А это явно какое-то очень старое здание. Посмотрите. Очень старый дом. Причем он такой не отреставрированный, поэтому он сохраняет свою такую прям древность, если можно так сказать. Так. Да, очень-очень-очень-очень красиво. Очень красиво. Ну и что ж, друзья, вот в этом потрясающем месте, рядом с этим красивым зданием, я предлагаю нам с вами попрощаться. Мы с вами еще обязательно погуляем по крепости. Я начал говорить, что здесь, кроме центра, есть еще одна очень интересная достопримечательность. Это крепость. Крепость на берегу реки Дунай. Но туда мы пойдем в следующий раз. До встречи в следующем видео. Пока.